Смятая купюра в несколько условных единиц скользнула по столу и остановилась перед официанткой, словно немой вызов. За окнами маленького придорожного кафе лил дождь, а в зале почти не было посетителей. Майя Ривз, уставшая после тяжелой смены, посмотрела на пожилого мужчину в дальнем углу. Его пальто было мокрым, руки дрожали, а в глазах читалась не нищета, а странная глубина. Для остальных он был просто очередным бездомным, зашедшим погреться. Управляющий уже собирался его выгнать, но Майя вмешалась, принесла тарелку супа, хлеб и усадила его ближе к обогревателю, заплатив из своего кармана. Она не знала, что перед ней сидит Эдвард Хейл, замкнутый миллиардер, который решил проверить, осталось ли в мире что-то настоящее за пределами офисов и денег. Закончив есть, мужчина оставил на столе ту самую купюру. Для Майи эти деньги значили многое: дорогу, лекарства для дочери, часть квартплаты. Но она мягко вернула купюру ему в руку. «У нас здесь за доброту не платят», — сказала она спокойно. Эти слова ударили сильнее любых финансовых потерь. Всю жизнь Эдварда окружала жадность, особенно со стороны его взрослых детей, Ронана и Лии, которые давно ждали, когда смогут полностью распоряжаться его состоянием. Неделей ранее врач сообщил Эдварду правду: последняя стадия болезни. Времени оставалось мало. Дети отреагировали холодно, спрашивали о долях, акциях и фондах, но ни разу не поинтересовались, как он себя чувствует. Тогда он понял: его наследие съест жадность, а не продолжит любовь. Эдвард решил испытать мир без имени и статуса. Он ходил по дорогим отелям и ресторанам, его везде выгоняли. Люди отворачивались, охрана выталкивала под дождь. И только в том простом кафе его увидели как человека. Майя помогла ему не ради выгоды, не ради похвалы, а потому что иначе не могла. И именно в этот момент Эдвард понял: наследие не передается по крови, его заслуживают. Вернувшись домой, он принял решение. Он знал, что будут скандалы, суды, обвинения, но больше это не имело значения. Он переписал все состояние так, чтобы после его смерти оно перешло человеку, который проявил человечность, когда за это ничего не обещали. Майя об этом не знала. Она продолжала вытирать столы, считать мелочь, вести дочь в школу. А в это время в юридических офисах ее имя уже обсуждали люди, никогда не делавшие ничего бескорыстно. Когда завещание было оглашено, дети Эдварда взорвались яростью. Им достались лишь личные вещи и пустые формальности. Все остальное — компания, здания, средства — перешло Майе Ривз, обычной официантке. Когда к кафе подъехала черная машина, и адвокат назвал ей имя настоящего незнакомца, у нее подкосились ноги. Она не чувствовала радости, только страх и ответственность. Ее первой мыслью была дочь. Майя не стала тем, кем мир ожидает видеть богатого человека. Она осталась собой. Она помогала тихо, защищала работников громко, превращала пустые здания в приюты. А по вечерам все так же варила суп на своей кухне. Эдвард Хейл построил империю деньгами. Майя Ривз изменила ее человечностью. Иногда один отказ от купюры стоит целого состояния.